Всем привет! Это канал о моде и стиле Гоши Карцева. А я кто? Правильно, Гоша Карцев. У нас для вас премьера, которая, я надеюсь, будет вам полезна. Я преподаю для стилистов более 10 лет. И изначально у меня была миссия дать максимум информации за короткий промежуток времени, чтобы человек получил некую навигацию для входа в индустрию моды. Часть этой миссии была побороться с цветоведьмами. Если вы не знаете, это такой вид стилистов, которые определяют то, что вам подходит, благодаря вашему цветотипу. Может быть, вы слышали про женщину-осень, женщину-весну и так далее. Благо, я их практически сейчас не встречаю. Количество стилистов увеличилось. Мне кажется, сейчас стилист каждый второй, а преподающий стилист каждый третий. Но качество не улучшилось. Поэтому, пожалуйста, давайте попробуем не тратиться на свое образование, а вкладываться в свое портфолио, нарабатывать опыт. Это, наверное, будет самым важным. Работать над уникальностью, над конкурентоспособностью. Хочется топить за профессию, но нужно что-то менять. Именно поэтому мы решили сделать мой самый популярный курс «Персональный стилист» абсолютно бесплатным. И он будет появляться у меня с некой периодичностью на YouTube-канале. Я надеюсь, что вам эта инициатива понравится, и вы меня поддержите стандартным способом. Это лайк, комментарий, репост этого видео в социальных сетях и, конечно же, подписка. Мне это позволит создавать подобные ролики чаще. Также мы добавили новую опцию на моем YouTube-канале. Можно стать спонсором нашего YouTube-канала, и вы получите ролики за день до их общественного выхода и какие-то специальные бонусы, фишки и материалы, которые недоступны другим. Этот курс состоит из 6 видеоуроков. Вы можете узнать о нем, о моем опыте непосредственно, как разбирать гардероб, как это делаю я, какие бывают топовые специалисты, как найти уникальный стиль свой и в целом какие стили существуют. Я поделюсь нюансами своей работы, а ты уже сможешь применить их на практике. А если ты уже стилист, то сможешь посмотреть на профессию с моей точки зрения. К каждому видеоуроку есть дополнительные материалы, которые доступны на нашем официальном сайте. Как их заполучить? schoolgosh.com, регистрируйтесь, вводите промокод, который дает 100% скидку и получаете их совершенно бесплатно. Если честно, я не могу более подробно объяснить, зачем я это делаю, но курс, правда, абсолютно бесплатный. Мне кажется, что именно так сейчас нужно поступить. Меня чуйка моя никогда не подводит. Я просто надеюсь на вашу поддержку. Не жадничайте, комментируйте, лайкайте, делитесь этим видео. Мне будет приятно, потому что мне очень-очень волнительно. Короче, друзья, мы постарались. Я надеюсь, вы это оцените. Я желаю вам приятного обучения. Пожалуйста, ребят, я вас верю. Хорошего просмотра. Я хочу подробнее рассказать о партнере курса, платформе LaModa. Мы дружим давно, и я рад, что они поддержали меня в этом проекте. LaModa — это платформа, где широко представлен как масс-маркет, так и премиум. Все разделено на категории: мужчины, женщины и дети. Также спорт, косметика и товары для дома. Среди 4000 оригинальных брендов уж точно можно выбрать, что подойдет именно вам. Я не раз говорил, что раздел премиум мой любимый, и я сам там часто совершаю покупки, так как всегда можно найти интересные и нишевые бренды. Мои фавориты — это Helmut Lang, Maison Margiela, Эрон Престон и Diptyque, но перечислять я могу долго, так что заходите и изучайте. Самое удобное, что есть возможность выбрать день и интервал доставки, а оплатить можно только после примерки. Ну и, конечно, есть промокод для ваших покупок. Спасибо, LaModa, а мы начинаем. Привет, я Гоша Карцев, и это первый урок курса «Персональный стилист» от schoolgosh. Это вводная лекция, так что пройдемся по основам. Кто такой вообще персональный стилист? Что он должен знать и уметь? Какие мифы его окружают? Заучивать наизусть все, что я говорю, не надо. Готовьтесь слушать. Домашнее задание по этому уроку будет, но оно вас порадует. Стилист – одна из самых популярных профессий в мире моды. В России так точно. Это кажется самым простым входом в индустрию. Не нужно дорогое оборудование, как фотографу, не нужно никаких особых навыков. Красиво одеваешься, среди друзей ты модник, уже стилист. Так многим кажется. Спойлер! Многие ошибаются. Эта профессия есть в разных сферах. Например, фуд-стилисты. Это те люди, которые придумывают, как снять бургер так, чтобы вам захотелось его съесть. Или стилист по волосам. Мы, конечно, говорим о тех, кто занимается одеждой. Основных направлений здесь два. Это фэшн-стилисты и как раз персональные. Первые работают в журналах, стилизуют фото и видеосъемки, одевают звезд для клипов и ковровых дорожек. Работают на показах, помогая дизайнерам придумывать подачу коллекций.
Кстати, для тех, кто хочет стать фэшн-стилистами, у нас есть отдельный курс, посвященный именно им. А персональные стилисты занимаются личным гардеробом человека и помогают выстроить стиль. Разбор гардероба, шопинг-сопровождение, сборы чемоданов, подборы образов на мероприятия. Вот примеры запросов, с которыми к ним идут. Сейчас я разочарую кого-то, но это надо принять. Лучше заранее, чтобы потом не расстроиться еще больше. Люди часто представляют работу в моде, насмотревшись фильма «Дьявол носит Прада», с бокалом игристого, выбирая один из небесно-голубых свитеров. Но работа персонального стилиста – это сфера услуг, как маникюр. Вы могли бы и сами накрасить ногти, но не хотите. Мастер маникюра сделает это лучше. А учиться его работе времени у вас нет, да и желания тоже. Поэтому вы идете в салон. Так и с персональным стилистом. Когда у клиента нет экспертизы в моде или времени, вы идете к нему на помощь и занимаетесь его гардеробом. Что должен уметь и знать персональный стилист? Конечно же, разбираться в моде, в прикладном и в глобальном смысле. В прикладном – это знать, что и где покупать, куда идти, за какими вещами, понимать, как устроены магазины, какими уловками пользуются мерчендайзеры. Это оформители витрин и внутреннего пространства. Мода, в первую очередь, это индустрия потребления. Она толкает людей покупать больше и больше, а вы должны ее уловки замечать, чтобы в магазинах проводить минимум времени и экономить деньги клиента. А еще стилист должен знать, что происходит в моде, кто ее определяет, кто сейчас главные герои. На лекциях меня постоянно спрашивают студенты о цветотипах, о каких-то типологиях вроде киби. Многим нравится мысль, что людей можно разделить на 4-6 типов и уже не думать, всех обрабатывать по одной схеме. Если у тебя внешность романтик или ты чистый инь, носишь платье и точка. А если драматик и янь, джинсы и костюмы. Так вот, в индустрии моды никто это не применяет. Это журнал Лиза или Woman.ru. Мы же метим как минимум на Vogue. Я сам никогда не учил модных правил. Мне кажется, в современном мире важна индивидуальность, чтобы каждый строил свой стиль, исходя из того, что ему близко, а не то, что диктует ему цветовой круг. Насмотренность помогает найти свой визуальный язык. На пустом месте свой индивидуальный стиль не построишь, получится повторять самое очевидное. В какой-то момент я стал смеяться над модными блогерами из Instagram, которых не различить. Одни рекомендации «хочу-могу», плохие фотографии из примерочных, одинаковые образы, одни кюлоты и плессированные юбки с мюлями. Все оделись в серо-бежевое и сливаются в одно пятно. И как будто используют одни и те же приложения для обработки и верстки фотографий. Креатива ноль. На такое найдутся клиенты, но выделиться среди толпы людей, которые делают одно и то же, сложнее в разы. Хороший стилист в постоянном поиске. Еще Диана Вриланд, легендарный редактор Harper's Bazaar и Vogue, говорила: глаз должен путешествовать. То есть постоянно искать что-то новое, что-то интересное, выходящее за рамки привычной коробки. Сейчас, когда у всех есть интернет, путешествовать глазу проще. Я недавно нашел свои конспекты, которые вел в 2007 году, когда только пришел в Собаку.ру на свою первую модную работу. У меня была раскладушка Nokia без интернета, и я все, что слышал, записывал от руки в блокнот, потом где-то искал. Я ничего тогда не знал. Не знал, как Dolce Gabbana пишется и что это такое вообще, какие-то люди, какой-то слоган. Не стыдно чего-то не знать. Вы только начинаете, и это нормально. Вашими лучшими друзьями станет Google и Instagram. Первое, что говорят новичку в любой глянцевой редакции, подписаться на Instagram всех главных героев. Дизайнеров, моделей, стилистов, художников, инфлюенсеров, чтобы все новости их жизни, в том числе карьерные, узнавать из первых рук. Подписывайтесь в соцсетях на тех, кто делает что-то интересное. Информация, допускаемая нами в сознание, чрезвычайно важна. Именно она определяет содержание и качество нашей жизни. Так где же предел насмотренности? Ваш собственный визуальный язык начнет формироваться, когда постоянная работа с информацией войдет в привычку. Это как спортзал. Чем интенсивнее вы занимаетесь, тем заметнее результат. Чем выше ваша насмотренность, чем больше вы обращаете внимание на интересные, разнообразные, сложные, странные, яркие вещи вокруг вас, тем проще понять, что нравится на самом деле. Для этого нужно выйти из привычных рамок, посмотреть по сторонам внимательней. Может оказаться,
признаться, что то, что вы считали красивым и единственно верным, даже и не ваш выбор. Вы просто следовали стереотипам неосознанно. А то, что казалось уродливым, вдруг выглядит интересным, самобытным и ни на что не похожим. Давайте попробуем. Прямо сейчас видите что-то красивое? Очень простое упражнение по поиску своего визуального языка – это кнопка, сохраненная в Инстаграме. Постоянно не думая, нажимайте на нее, когда видите что-то, что вас зацепило. При этом, изучая информацию и мир вокруг, раз в месяц, 2 или 3 заходите пересматривать сохраненки. И вы заметите то, что вам разонравилось, благодаря опыту или информации, но есть то, что сохранилось с самого начала работы. Так вот, оставшееся и будет вашим визуальным языком, отличающимся от других. Картинки еще не все. Читайте о моде, чтобы разобраться, как она работает. Здесь тоже важно ориентироваться на авторитетные источники. Не надо читать о моде на форумах. Читайте то, что пишут эксперты в авторитетных изданиях. Если знаете английский, добавляйте в закладки WWD, Business of Fashion, Dazed. Если проще на русском, Бюро, Blueprint, Vogue, Базар, Elle. Понравился чей-то текст? Гуглите автора, подписывайтесь, следите за публикациями. Итак, кого в индустрии вам нужно знать? Желательно всех. Главные редактора крупных журналов, дизайнеры, модели, фотографы и так далее. Если вам ни о чем не говорят имена Рафа Симонса, Эди Слимана, Демны Гвасали, Алессандро Микеле, Рикардо Тиши, срочно читать. Это большие дизайнеры, которые перевернули стиль классических модных домов и задали тренд на десятилетия вперед. Раф Симонс работал в модных домах Dior, Jill Sander, Calvin Klein, Prada. Из-за Алессандро Микеле все опять полюбили Гуччи и 70-е. Из-за Рикардо Тиши на подиумы и Живанши прорвались толстовки с принтами. Демна Гвасали заразил всех любовью к уродливой моде в Balenciaga и Vetements. Сам Карл Лагерфельд худел ради костюмов Эди Слимана в Dior. Вы спросите, зачем мне Раф Симонс, если я хожу по магазинам с обычной женщиной, которая ищет образ за 5000 рублей? Да за тем, что качество вашей работы не должно зависеть от уровня оплаты. Вы можете быть успешным, не зная всех этих имен. Но я бы рекомендовал вам постепенно изучать эту информацию, чтобы иметь возможность говорить с профессионалами на одном языке. Следите за топовыми стилистами, за теми, кто одевает селебов на ковровые дорожки, за теми, кто наряжает сериальных героинь, за теми, кто стилизует показы. Начнем с нескольких имен. Рэйчел Зоуи, Ло Роч, Патрисия Филд, Лотта Волкова. Лотта – девушка из Владивостока, которая вместе с Демной Гвасали изуродовала современную моду. Так считают многие. А на самом деле популяризировала агли-шик и постсоветскую эстетику. Кто знает, возможно, если бы не ее стайлинг, Vetements Гвасали мог бы и не стать модным феноменом. Патрисия Филд вам точно известна. Все образы из «Секса в большом городе» и ее рук дело. Кто-то скажет старье, и это правда с какой-то стороны. Большинство нарядов в «Сексе» сегодня выглядят странным, даже смешно. Но вот в 2020 году вышла Эмили в Париже под руководством Филд. И, казалось бы, тоже стиль старомодный, на современный подиумный не похож. Но в итоге беретики главной героини смели во всех онлайн-магазинах сразу после премьеры. Рэйчел Зоуи просто мастодонт в мире моды. Стилист голливудских звезд. Одевала Дженнифер Лоуренс, Энн Хэтэуэй, Киру Найтли. Начинала она с работы в глянце. Познакомилась так со всеми и ушла в персональный стайлинг. Саму ее тоже можно считать звездой. У нее свое телешоу, несколько книг, онлайн-журнал, бренд одежды. И один ее рабочий день как стилиста, говорят, стоит $10 000. Лоу Роч – востребованный стилист и телеведущий. Одевает Ариану Гранде, Зендею и Хантер Шафера из «Эйфории». И буквально каждый его наряд, который он своим клиенткам подбирает, в сети обсуждают неделями. Следите за лидерами мнений. Одних сестер Кардашьян будет недостаточно. За модными альтернативными журналами типа Dazed, ID смотрите фильмы о моде. К этому уроку будет прилагаться файл, в котором мы соберем самое необходимое – имена и названия, чтобы развивать свою насмотренность. Это и есть домашнее задание – изучить, посмотреть, нагуглить. Подведем итог.
расслабляемся и больше не думаем о модных правилах. Цветотипы, романтики, драматики выбрасываем из головы. Чтобы стать конкурентоспособным стилистом, смотрим именно те источники, которые помогут развиваться. Больше изучаем, добавляем себе в сохраненки. Глаз нужно тренировать. Это как со спортзалом. Чтобы нарастить мышцы, в зал нужно ходить, а не просто купить абонемент. А как это применить, ты узнаешь далее.